9 сентября 2023 года состоялся релиз игры Limerick Cadence Mansion. Игра представляет собой психологический инди-хоррор видом от первого лица. И он попал ко мне в обзор со своими загадками и проклятиями, происходящими с главным героем по ту сторону таинственного и страшного мира, в заброшенном особняке зловещей полуличности. Proofreader, proofreader, it's time to wake up now. He's coming. У нас хоррор, который погрузит вас в таинственную и страшную историю давно заброшенного особняка. Хоррор, как я сказал выше, происходит в загадочной резиденции, покрытой злом и тайнами загадок. Наша роль в данной серии — разгадать все тайны древнего зла особняка, схватившего это зловещее место. Здесь вас ждет и постоянная напряженность и опасности, запутанные лабиринты и ловушки, духи и бесконечные загадки, вместе с откровениями и секретами уже побывавших здесь людей. Во всей этой атмосфере нам будет помогать GPT-бот, запрограммированный изначально на дружеское отношение и помощь, но захваченный властью зла Лимерика. Однако он все же будет умудряться помогать нашему главному герою в прохождении загадок и лабиринтов. С первых же шагов наш чат GPT знакомит нас с происходящим, прямым текстом намекает на смерть в случае ошибок и, как и большинство помощников, испаряется в пустоту. Но наш главный герой не промах и сам в процессе должен понять некоторые детали. А конкретнее, помимо нас, здесь есть шотландский актер и модель Самуэль Робертс, боец ММА, Хуго Дельгадо, кстати, хороший боец. Разные реликвии, которые нам просто необходимо собирать, и много-много подсказок в прохождении. Старайтесь обращать внимание скорее на подсказки, чем на историю бойца ММА и его товарищей, потому как они созданы в большинстве своем лишь для того, чтобы вы не чувствовали себя одиноким в игре и больше фантазировали, мысленно воспринимали их истории в реалии, дабы вас было проще напугать в будущем. Едем дальше. Джулиан Врен вообще имеет связь скорее к Звездным войнам, чем к загадкам Лимерика, но в роли доктора. Смело открываем дверь ключом из противоположной комнаты и выходим в зону материала. Добрые сценки знакомства с куклой-тряпкой, которая будет доводить нас до инфаркта. Master, I do not mean to protest, but certainly there is some other way. Humans don't always react well to these danger, you know? This strength was to be inherited. No strength is this his sacrifice. No spawn of the one who with me had В общем, нам сказали, что могут нас размазать прямо сейчас по асфальту, но из-за того, что асфальта как такового в особняке не нашлось, нам придется дальше бегать за куклой, а потом убегать от нее. Летающий чат GPT теперь прямым текстом написал нашему герою в лицо, что он должен играть с кукловодом Лимериком Каденцевичем, а не спорить. Тогда он посмотрит, пускать нас или нет. Давайте продолжим. Сразу после выхода из клетки смело направляемся на выход и повернем направо, а здесь нас уже ждут простые загадки. Они скорее созданы для первого впечатления и обучения нас в роли главного героя. В первой загадке взаимодействуйте с двумя левыми шапками, чтобы решить головоломку. Так вы дойдете до красной точки, которой необходимо коснуться нашей шестеренкой. Не понять вторую загадку очень сложно, просто соедините выступающие концы шестеренок с направлениями стрелок, и вы решите ее так же быстро. С третьей загадкой придется попотеть, ведь нужно открыть дневник бойца ММА и найти последовательность проворачивания. Лево, вверх, вниз, выход. После прохождения вам откроется доступ в проем с кольцом, с которым нужно взаимодействовать, чтобы открыть следующую дверь. Затем отправляемся на следующую точку с загадками, и на протяжении получаса игра будет продолжать вас обучать, вплоть до того момента с приседом, когда после нескольких десятков убийств вам скажут, как присесть на корточки. В этой сцене вы можете наблюдать концерт французских артистов ВДНХ в раннем доступе.
Далее в 2 метрах от показа сохранитесь, чтобы изучить безопасные места сохранения, где вы можете вылечить свой хитпоинт и даже выбрать сложность прохождения. Чуть дальше в метре будет лежать пистолет, который мы с радостью одолжим навсегда и отправимся дальше. Не забудьте вернуться с энергией и открыть дверь с кристаллом. На первом уровне мозгового штурма для главного героя, потому что там еще и много добра для нас. Только потом двигаемся дальше, пробивая все железные преграды на своем пути. На выходе нам лучше повернуть налево, чтобы мы собрали немного материала и открыли доступ к самому истоку игры, где мы и появились. Затем вернемся обратно и продолжим путь через дементоров-осьминогов, собирая по дороге патроны для оружия и энергию. Далее справа вас ждет немного свежего материала. А слева камера, которую проще обойти гуськом, собирая по дороге материал. Далее нас познакомят с фонариком, ведь добрая часть игры проходит в темноте. Мы же не должны забывать, что это хоррор. Двигаясь дальше, мы попадаем в рабочую область мрачной обители. Здесь мы знакомимся с небольшим проявлением уважения от бойца ММА и способностями американского актера. Дальше нам нужно повернуть направо, повергнув Дементора осьминожку и узнав, что кто-то здесь уже почти пал духом. Затем продолжим путь, попав в зону сохранения и свежего уровня для пруфрейдера. И дальше пробиваем себе дорогу через дементоров, постепенно знакомясь с недосягаемой влюбленной парой. Также нас познакомят с улучшениями наших способностей и оружия. А мы, пройдя чуть дальше, в следующую комнату с материалом, найдем еще несколько непрошедших испытаний от докторов и обязательно возьмем карту от следующей сюжетной двери. По дороге обратно, не забыв сохранить сюжет, войдем в нашу следующую локацию. Здесь мы, протолкнувшись через осьминожек, попадем в комнаты к той влюбленной паре Сары Адамс, желающей верить во все, что здесь происходит, и в комнате напротив найдем Пола Стетсона, неописуемо влюбленного в Сару. Прям Санта-Барбара и служебный роман. Далее еще 2 комнаты с Лутом и Брюсом Уильямсом, просто обезумевшим убийцей. Далее еще врач игры и кнопка паузы. Поверьте, она еще вам пригодится чуть дальше. Затем мы сразу выйдем к сохранению с вагонетками и к следующей истории очередного врача. Мне стало интересно, где же они все? Неужели где-то там, внизу, куда меня не пускают посмотреть? Далее снова осьминоги анахронизм для тех, кто просто любит непонятные истории. И следующим ходом будет новая локация. Along the wall. Объясняю, берем капсулу с зарядом, вставляем в зарядное устройство, заряжаем до максимума и возвращаем в лечебную комнату. Этим моментом и обучает нас наш робот GPT. Да включись ты! Very good, proofreader. Дальше мы отвоевываем новую локацию с сохранением и по дороге снова наткнемся на безумца, с которым уже игрушки разговаривают. Объясняю, от них мы только убегаем, а значит не попадаемся на глаза. Здесь нас ждет какающий дементор шар с предсказаниями. А дальше нам нужно пройти через череду испытаний, требующих выносливости. Справа в комнате будет материал, и в ID-карте мы наткнемся на пароль 4913 от закрытой двери с кодом недалеко от комнаты, но сначала заглянем дальше и заберем еще больше материала. Он нам также необходим. Затем выбираемся назад, слева та самая запароленная дверь. Эта комната принадлежит Саре Адамс, которая уже мечтает скорее выбраться из этой обители. Здесь мы возьмем следующую карту от двери и увидим скрим монстра.
Выйдя из комнаты, бежим назад до упора. Здесь та самая дверь от кухни, куда мы успешно врываемся, ломая щупальца летающим тряпкам. Здесь же мы найдем следующий пароль 2739, который используем чуть позже. Выбираемся и чуть дальше по коридору налево нам нужно пройти через очередную летающую грустную мину. Попав в новый отсек, где мы найдем следующую цифру дверь и введем тот код из последней записи. Бедный Пол доказывает, что первыми умирают от любви. Всем спасибо за просмотр и пока.